«Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОС. Добрый день, дорогие радиослушатели, доброго времени суток. Сегодня в моей программе «Звездная гостиная» прекрасная гостья из южной столицы, из Ростова-на-Дону, моя землячка Елена Джумыга. Добрый день, Елена. Добрый день, Виктор. Добрый день, дорогие слушатели. Елена является исполнительницей золотого ретро, такого, знаете, тот пласт культуры 30-х, наверное, 40-х годов, наверное, 50-х. И 60-х. И 60-х, да. Это просто неповторимые произведения, которые писались профессиональными композиторами на стихи профессиональных поэтов и исполнялись профессиональными артистами, к которым я вас и причисляю, кстати. Расскажите, пожалуйста, во-первых, о своем творческом пути, о своей биографии, где вы учились и как вы пришли к исполнению вот этого сегодня, казалось бы, невостребованного, на самом деле такого нужного жанра? Я ростовчанка коренная, мои родители тоже ростовчане. И как все дети, рожденные в золотые годы нашего советского пространства, Советского Союза, естественно, родители, занимающиеся инженерией, но музыка — это же была такая, скажем так, составляющая часть песенной культуры нашей страны. Тогда же все пели, особенно в послевоенные годы, в годы оттепели. И мои родители, купив мне фортепиано, пианино, отправили меня в музыкальную школу к великолепным преподавателям. Я закончила музыкальную школу Гнесина. Далее поступила в Ростовское музыкальное училище. И потом меня судьбина занесла в Краснодарскую академию культуры на факультет хорового дирижирования, где нашими мэтрами я соприкоснулась даже с Григорием Пономаренко, знаменитый, который написал «Оренбургский пуховый платок». Он давал мастер-классы. Но именно песенной культуре я в 18-летнем возрасте попала работать, как все студенты ходили, чтобы быстрее заработать к стипендии что-то, в Дворец культуры Роствертол. Он тогда открылся, и набирали кадры. Я пошла работать концертмейстером в вокальный коллектив классический. И получается, что с самых маленьких ногтей передо мной были великолепные вокалисты, которые пели именно замечательную нашу отечественную музыку. И это вот стало таким отправной точкой моего вкуса, воспитания моего певческого и музыкального вкуса. Далее, по окончанию всех учебных заведений, я стала работать преподавателем вокала для детей. И сама пела очень много бардовских еще песен. Немного играю на гитаре я. Песни Акуджавы, Берковского. Ходила в походы как тогда было очень модно, и для здорового образа жизни, с альпинистами, с туристами. Там у костра исполняла туристские эти песни. Был такой тоже целый пласт. Да, это Юрий Висбор. Вот, я в нем очень много была. И когда мои ученики стали уже взрослыми, так сказать, состоявшимися, многие стали вокалистами, ведущими, просто, так сказать, творцами, ушедшими в пласт культуру. Мои личные дети выросли. Я поняла, что, наверное, чтобы как бы не останавливались процессы развития себя, нужно вот то, что я отдавала много лет детям, ученикам, попробовать исполнить самой. Прямо душа просила этого. И наступил такой час Х, такой момент, когда я стала петь. И мне кажется, сейчас совпали звезды, потому что на самом деле к этой музыке появляется огромный интерес. Кто только и не пел, как только не пел, но, к сожалению, вот не лучшим образом. Давайте послушаем первую песню в вашем исполнении. Какая это будет песня? Я предлагаю из нашего позитивного, мотивирующего прошлого спеть песню «Главное, ребята, сердцем не стареть». Я думаю, что сейчас, когда взрослые люди очень активно себя ведут,
они поют, ходят в походы, занимаются собой, своим здоровьем. Вот это самый главный лозунг. И в обществе слепых, где мы с вами находимся, очень много людей, которых по праву называют долгожителями. В Москве даже есть такая программа «Московские долгожители». Вот открывается по всей Москве. Поэтому главное действительно не стареть сердцем. Слушаем эту замечательную песню на волнах Радио ВОС в исполнении Елены Джумыга. Главное, ребята, сердцем не стареть, песню, что придумали, до конца допеть. В дальний путь собрались мы, а в этот край таежный только с самолетом можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою точный курс найдет, прямо на поляну посадит самолет. Выйдет в незнакомый мир, ступая по-хозяйски. В общем, ты зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Там когда-то ветры до снега вели, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богатом, чтобы все богатства взять из-под земли. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Мчатся самолеты выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой они, а знаешь, дорогая, лету к нам в таежный несколько часов. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Елена, вот замечательная песня прозвучала. Скажи, как ты в таком море, в море вот этого ретро, ведь куда ни копни, вот имена, допустим, мы перед эфиром говорили, Лещенко, да, там, может быть, даже Клавдия Шульженко, Утесов, может быть, даже Вертинский, я не знаю. Алла Баянова, божественная певица романса такого настоящего. Много можно сейчас называть имен. Как среди этого множества ты выбираешь для себя вот то, что, как бы сказать, ты поешь? Вы знаете, во-первых, это характер, то есть темперамент и вот внутренний такой вот посыл подать песню ретро. Ведь можно как бы действительно перебирать очень много ретро-музыки, но она не соответствует твоему внутреннему состоянию. Поэтому я очень тщательно к этому отношусь. Спеть, просто спеть,
просто, скажем так. А спеть так, чтобы слушатель проникся, это нужно через себя пропустить. Вот я стараюсь подыскивать такие песни, которые пропускаю через свое сердце, через свою душу, посылаю своим любимым слушателям. А расскажи, пожалуйста, о тех вот уже наградах, которых ты успела за последние, скажем, десятилетия, да, получить, о тех концертных площадках, конкурсах, где ты приняла участие, вкратце. Мне посчастливилось побывать в городах, которые Мекка, так сказать, вот те, которые аккумулируют исполнителей. Ну, во-первых, это мой родной город Ростов. Выступала я на многих площадках. Ну, это, да, это все знают в Ростове. Да. Мне посчастливилось выступать на певческом конкурсе, связанном с авторской музыкой, с ретро. Есть такой конкурс в Москве, называется «Красная площадь». Угу. Его проводит радио «Красная площадь» именно. Я, приехав вот сразу из Ростова-на-Дону и выступив там, заняла 2 место с песней «Крутится, вертится шар голубой». Представляете? Мне очень импонирует вот тот бережное отношение к ретро-музыке нашего замечательного Петербурга. Ну, это вообще же культурная столица нашей страны, и не только. Они, с одной стороны, настолько приверженцы вот этого именно академичной подачи ретро-музыки. Они очень любят своего Хиля, они любят свою Пахоменко, Сенчину, они очень ценят джаз Утесова, который тоже имел отношение к знаменитый Аркадий Северный там, кстати. Ну, это уже немножко другая тема. Тем не менее... И есть такой фестиваль, который проводит Петербург, называется «Живые песни». Живые песни. Именно музыка, которая живая, которая жила, живет и будет жить. И я на протяжении последних нескольких лет выезжаю туда, и очень много проходит помимо съемок и презентаций ретро-моей музыки, очень много выступлений благотворительных для людей старшего возраста, которые, может быть, вот истосковались по тем своим золотым, замечательным молодым годам. И Петербург, конечно, меня очень сильно подтолкнул вообще к моему развитию. Посчастливилось мне быть в Тольятти, где проводится знаменитый шансон над Волгой. Ну, начнем с того, что шансон же трактуется не просто как какая-то музыка двусмысленная, да? Это же шансон, это же песня. Да? Знаменитый Шарль Азнавур, знаменитый Мирей Матье, Эдит Пиаф, я имею в виду, это корифеи, Джо Дассен, Далида, они же в шансонье. То есть это прям целая плеяда высокообразованных, хорошо поющих исполнителей. К сожалению, в нашем русском смысле вот уже немножечко опошлили восприятие. Вот я имею в виду, как сказать, конечно, у каждого своя история, но уже шансоном стали называть и рок-музыку, и бог знает что. Когда осталось это слово популярно у нас, да, то начали и танцевальные. Приезжаешь на конкурс шансона, там какая-то танцевальная модная музыка и так далее. Ну, не будем об этом говорить. Главное, что... песня, спетая сердцем, наверное, да, песня пропущена, как ты говоришь, через себя, вот, и золотое ретро, оно обладает как раз вот тем внутренним потенциалом русской культуры, традиции, такая связующая нить между прошлым и будущим. Ведь на самом деле все в истории повторяется, и в какой-то степени вот то, что сегодня мы называем популярной музыкой там, и так далее, оно трансформируется, и мы часто слышим, что популярные артисты на каких-то праздниках, концертах с удовольствием поют вот эти ретро-песни, но не всегда у них получается так хорошо, как у нашей сегодняшней гости Елены Джумыга. Елена, давай послушаем еще какую-нибудь песню в твоем исполнении. Вот мне сейчас прямо хочется презентовать слушателям нашу песню
из знаменитого фильма «Карнавальная ночь», который называется «Хорошее настроение». Причем аранжировка сделана в стиле оркестра Утесова. И вот ты как раз несешь своих, вот с тобой общаешься, ты как раз несешь хорошее настроение. И вот, дорогие радиослушатели, получаем позитивные эмоции от исполнения Елены Джумыги. У нее, кстати, есть странички в социальных сетях везде. Ее можно послушать выступления на YouTube, естественно, на многих площадках. И подписывайтесь везде, где она есть. Слушаем эту песню на волнах Радио ВОС. Если вы, нахмурясь, выйдете из дома, если вам не в радость солнечный денек, пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас, любимой, вдруг поссорил случай, часто те, кто любят, ссорятся зазря. Вы в глаза друг другу посмотрите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце к вам проник. Вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. И хорошее настроение не покинет больше вас. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Елена, расскажи, пожалуйста, о том, как ты любишь проводить свободное время, когда оно бывает, да? Понятно, что вся твоя жизнь, она связана с творчеством, с искусством, с преподаванием, со всем на свете, да? Но, тем не менее, нам нужно, мне кажется, иногда на что-то другое переключаться. Или ты прям отдыхаешь, переключаясь с одной музыки на другую? Я очень активная бабушка. Ага. Вот Виктор, вы только сейчас, скажем так, не удивляйтесь. Несмотря на то, что я активно пою, у меня чудесных 5 внуков. Что ты говоришь? Виктор, да. Никогда бы не подумал. Более того, они мои настоящие болельщики, настоящие ангелы-хранители, они сами обучаются музыке. И
знают все мои песни. Когда звучит в чьем-то исполнении одна из песен, которая входит в мой репертуар, они тут же говорят: бабушка, это звучит твоя песня, давай. И даже быстрее, чем я, иногда учат тексты песен, настолько им нравится это дело. Это моя... вот, я не знаю, там... Отдушина. Да, это мое море чувств, эмоций. Конечно, конечно. Я их обожаю. Стараюсь с ними выезжать в путешествия, вожу на концерты, и они с удовольствием со мной составляют мне компанию. В общем, ты счастливый человек по жизни такой, да? То есть все сложилось так, как ты, наверное, хотела бы. Вот раньше, мы вернемся немножко в прошлое, опять же поговорим о прошлом, вот в каких-то дворах, по праздникам, не по праздникам собирались компании в советское время, звучало, во-первых, из динамиков, да, звучало из квартир, прекрасная вот эта вот музыка, которую сегодня мы называем ретро-музыкой. Вот. И также огромное количество людей, отдыхая во дворе, играли на баянах, на гитарах, пели вместе, пели поодиночке. И секрет этих песен тем, что они мелодичны, их легко подхватить, легко запомнить, да, потому что большинство этих песен все-таки это настоящие шлягеры, любимые народом, и как вот пелось в одной песне, нам песня «Строить и жить» помогает, ведь советские люди умели работать, совершать такой трудовой подвиг, и в то же время они умели отдыхать. И фактически на каждом предприятии, вот ты сказал, Росвертол, это ростовский вертолетный завод. Да, это вертолетный завод знаменитый. Да, знаменитейший. Вот. И на каждом предприятии были свои кружки самодеятельности. Сколько было в каждом доме культуры самодеятельных ансамблей, хоры, да, были всякие всевозможные. Да. И оркестры. песни буквально буквально звучали. Кажется, вот сейчас вот когда реализуются вот эти программы, там, московского долголетия, вообще сейчас мы немножко оглядываемся на собственное, вот мы перестанем, может быть, смотреть немножко в сторону, в какой-то степени в сторону там за границы, да, а вернемся к исконной своей культуре. И вот эти вот песни, я почему об этом так долго говорю, потому что я сам иногда, когда вот слушаю, допустим, Лемешева, да, там, вот тех певцов, о которых мы говорили, «Мороз по коже идет», вот это «Одинокая бродит гармонь», да, там что-то еще. Это же настолько вызывает такой приятный ассоциативный ряд. Это песни, которые от сердца написаны, талантливыми людьми и сердцем спеты. И я думаю, что ты делаешь такое большое социально значимое дело, потому что вот эти песни, они сами будут продвигать тебя дальше по просторам нашей страны. Давай, я много поговорил. Ты согласна с этим? Да, я хочу сказать о том, что ведь душа русского человека, она уникальна. Мы очень добросердечны, мы очень великодушны, мы очень добры. И наша музыка, особенно наших великих композиторов-мелодистов, Фраткина, Пахмутовой, это просто гениальнейшие мелодии, которые, в общем-то, они мотивируют нас жить, верить, что все будет хорошо у нас. И мне бы сейчас хотелось, чтобы слушатели послушали одну из великолепных музыкальных тем из кинофильма «Женщины», которая называется «Старый вальсок». Слушаем это замечательное произведение в исполнении Елены Джумыга на волнах радио ВОС. Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый листок, кружится, кружится старый вальсок. Старый забытый вальсок. Ты, совершая положенный путь, в дальнем краю это все не забудь.
эту реку и прибрежный песок, этот негромко звучащий вальсок, этот негромкий вальсок. Мы расстаемся, чтоб встретиться вновь, ведь остается навеки любовь. Кружится первый осенний листок, кружится в памяти старый вальсок юности нашей вальсок. Волосы ветром сдувает со лба, музыка эта, как наша судьба, снегом слегка обжигает висок, кружится в сердце тот старый вальсок, сердце тот старый вальсок. Слышишь, тревожные дуют ветра, нам расставаться настала пора. Кружится, кружится пестрый листок, кружится, кружится старый вальсок, старый забытый вальсок, старый забытый вальсок. Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Итак, дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодняшняя моя гостья, очаровательная женщина из Ростова-на-Дону, которая привезла нам такое солнечное настроение, теплое. Ты когда приехала, кстати, в Москву? Буквально вчера. Вчера, да. Вот. И приехала ненадолго, но, тем не менее, привезла с собой вот этот вот южный, так сказать, и темперамент, и настроение солнечное. Вот. Расскажи, пожалуйста, какие есть творческие планы? Вот не все же еще спето, что хотелось бы. Творческие планы очень, даже, скажем так, достаточно амбициозный в плане масштабности своей. Угу. Очень хотелось бы организовать, привлечь фестиваль восхитительного ретро, великолепного ретро, где можно было бы, знаете, вот как раньше люди собирались, как вы говорили, во дворах, на больших полянах и пели. Ведь существует же программа такой большой массовой культуры, как «Играй гармонь». А сколько песен, которые бы можно было петь бы на танцплощадках открытых, под гитару, под духовой оркестр, который тоже заслуживает своего внимания. И вот мне очень хочется, чтобы эта тема, чтобы развернулась наша, так сказать, культурная общественность к вот этим образцам великолепной ретро-музыки. И есть такие планы, такой фестиваль воплотить в жизнь. Как бы питерцы уже положили начало такому общественному движению, которое называется «Риорита. Радость Победы». Но он проходит только в день 9 мая. А ведь такая программа, такой вселенской, скажем так, всесоюзной танцплощадки, она бы могла быть во многих городах. И это объединило бы наши города. Могла правда? бы путешествовать по городам, городам. такой кочующий такой конечно. праздник. Вот есть такая у меня идея. Чудесная идея. Я желаю, чтобы ты ее реализовала, потому что ты по жизни на самом деле неугомонный человек и много проводила мероприятий как организатор, да. Опыт есть. Вот. И хочу сказать о том, что действительно народ истосковался, вот, потому что когда я бываю на каких-то мероприятиях, и кто-то поет такую вот ретро-песню из какого-то старого кино,
знаешь, что мне не нравится? Мне не нравится, вот как они это все делают. Это бумс, бумс, бумс. И вот на фоне этого вот как бы однообразного такого компьютерного какого-то неживого звука идет эта песня. Это издевательство, если честно. А вот когда подача такая искренняя, душевная, баян, да, гитара, там, духовой оркестр, вот что нам не хватает. Нам не хватает живости, действительно. Поэтому ты правильно сказал, что танцплощадки, как это было раньше, чтобы люди пришли в какой-то большой парк, да, вот в Москве огромное количество парков, в том числе и парк Горького, и здесь вот рядом с нами есть замечательный парк на Ходынском поле, и огромное количество парков, которые бы с удовольствием, наверное, подключились к такой программе, потому что, выходя погулять вечером, да, люди хотят что-то, получить какие-то впечатления, помимо того, что подышать воздухом. И если бы такие, скажем, раз там в какое-то время проводились мероприятия, которые бы, наверное, и муниципалитеты, и главы управ Москвы, и других городов подключились к этому, это было бы очень интересно. Поэтому я думаю, что вот то, о чем ты говоришь, могло бы иметь и большое будущее. Я думаю, что ты с этим справишься. Но, тем не менее, уже большое дело делается. Твоих песен огромное количество в интернете в твоем исполнении. Люди их слушают, люди их любят. Люди любят тебя. И я предлагаю послушать следующую композицию в твоем исполнении. Я предлагаю послушать в таком случае, если мы говорим о парках, о великолепных танцплощадках парков, давайте послушаем песню «В городском саду играет духовой оркестр». Чудесно, слушаем эту песню. «Звездная гостиная» с
с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие радиослушатели, напоминаю, Елена Джумыга, запомните это имя, исполнительница золотого наследия, золотого ретро, начиная с начала, можно сказать, прошлого века, и вся вот эта вот золотая музыка, которая сегодня незаслуженно где-то забыта или незаслуженно, нехорошее скажу слово, незаслуженно она как-то извращена. Потому что, ты знаешь, вот еще раз говорю, когда я слушаю прекрасных певиц, певцов, я их не критикую, популярных, но когда они берутся не за свое тело, когда они не понимают сердцем, о чем они поют, да, получается какая-то пустота. Ты сталкивалась с этим? Да, ну потому что, наверное, существует какой-то момент кича, какого-то вот момента быть на гребне везде, всегда, и здесь, и сейчас. Но, наверное, ретро-музыка не подходит к тому, так сказать, к такому понятию, как сиюминутный хит. Это все-таки музыка, которую прочувствовали наши бабушки, дедушки, наши замечательные предки, которые, собственно, с этой музыкой создали нашу великую Россию, великолепную нашу страну. Поэтому здесь вот как бы так с нахрапа, наверное, не получится. Здесь нужно прожить эту жизнь вместе с нашими предыдущими поколениями. Вот почему ты так и поешь, потому что ты это, как сама сказала, ты впитывала с детства и знаешь об этом не понаслышке, и слушала лучших из лучших. Вот мне хотелось бы задать все-таки такой вопрос, немножко, может быть, не совсем, как сказать, не совсем правильный вопрос, потому что, ну, все молодцы, но все-таки кто самые-самые любимые тобой исполнители? Я просто обожаю Людмилу Гурченко, которая, в общем-то, это душа, это сердце. Шульженко, безусловно. Наш великий Утесов, Абернес. Это же люди, которые пели именно сердцем. Наши шестидесятники, и Эдуард Хиль, это и Майя Кристалинская, это же вот тоже, это все то, что спето сердцем. Поэтому, если говорить о наших корнях, которые уходят в 20-е годы, конечно, это великий Вертинский, это Петр Лещенко, это вот такая вот красная линия, преемственность вокалистов, певцов, которые, собственно, золотой фонд нашего великого ретро. Я, собственно, вот песни этих композиторов очень люблю. Они в моем репертуаре. И они не имеют затертости времени. Время самое главное, знаешь, что у них у всех есть своя такая четкая, яркая оригинальность исполнения, подачи. Вот как они пели. Не у всех были какие-то там вокальные способности потрясающие, мягко скажем, да, там не были они такими, как там, я не знаю, ну не будем с кем-то сравнивать. То есть не обладали особенным, но они пели душой, сердцем, и народ это чувствовал, и велика народная любовь к этим людям. Давай послушаем следующую песню в твоем исполнении. Виктор, вы знаете, мне почему-то вот сейчас хотелось бы... Я говорила о шестидесятниках, да, о великой оттепели, которая окутала поэтов, композиторов. Если напомнить нашим более взрослым слушателям о том, что были в очень большом популярностью, пользовались фестивали молодежи и студентов. Вот такое было единение музыкальных культур многих стран. И в начале 60-х годов наши композиторы, поехав в Финляндию на молодежный фестиваль, привезли потрясающую мелодию, которую потом облекли в текст, и она звучала на всех танцплощадках нашей страны. Я бы хотела, чтобы наши слушатели послушали вот неожиданно песню, которая называется «Летка, Енька». Неожиданно слушаем и наслаждаемся. Как-то
Я ночью по пустой дороге, грустный со свидания ты шел опять. Веришь, не веришь, почему-то ноги сами стали этот танец танцевать. Снова милого привела дорожка, снова оказался у моих дверей. Стукнул в окошко, подождал немножко. Слушай, дорогая, выходи скорей. Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Вместе с милым мы пошли от дома по знакомой улице в который раз. В окна стучали всем своим знакомым, вовсе несмотря на то, что поздний час. Скоро улица нам тесной стала, целый город пробудили мы от сна. И так задорно в небесах плясала Еньку вместе с нами до утра луна. Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Раз, два, туфли надень-ка, как тебе не стыдно спать. Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. Славная, милая, смешная Енька нас приглашает танцевать. «Звездная гостиная» с Виктором Тартановым на Радио ВОС. Дорогие наши радиослушатели, дорогие, я хочу сказать о том, что вот редко получаешь такое полное погружение в замечательное ретро. И сегодня вот это чудо происходит, когда происходит такая некая связь времен. И еще раз хочу повториться, что наша гостья Елена Джумыга из Ростова-на-Дону, она сейчас взяла такую на себя непростую миссию продвижения и в интернете, и на всех площадках, где она выступает, и на конкурсах, и на концертах, вот этого золотого наследия нашего золотого ретро. И вот слушая эти песни, понимаешь, что, конечно же, время идет, у каждого времени свои кумиры, скажем так, да, свои какие-то шлягеры новые появляются. Никто не говорит, что там нет хороших песен сегодня. Конечно, их очень много. Ты, по-моему, тоже участвовал даже в программе «Голос», да? Да, конечно, да. Вот, расскажи об этом тоже немножечко. Ну, это был для меня такой горизонт, Эксперимент, да? Эксперимент, горизонт желаний, потому что ведь в каждый человек взрослый все равно становится в душе ребенком, и всегда ему хочется вот заглянуть туда, как же там, в другие. Внутри телевизора. Великолепный я получила опыт от красоты тех людей, которые приехали на «Голос». «Голос» 60+. Я хочу заметить, что это были взрослые люди с глазами детей, чистыми, ясными, с классными голосами, с великолепным репертуаром ВИА 70-х, точно так же ретро, золотого ретро великого, может быть, Мария Ланса. Ну, то есть ретро всех народов и времен ушедшего 20 века. Атмосфера такой поддержки творческой, необыкновенных каких-то дней я испытала, как в своем далеком студенческом возрасте. То есть я вернулась назад в свои молодые годы. Это же здорово. Отлично просто было. Прекрасная команда, которая нас опекала, нас вдохновляла, вела и мотивировала. И даже те, кто проиграл, кому не повернулись, скажем. Ну, главное же участие. Конечно, это опыт, это общение. Я столько друзей там обрела, вы себе даже не представляете, с которыми дружу, переписываюсь. Так, например? Галечка Гречана, Алексей Краев, это питерские вокалисты, с которыми мы сейчас будем в июле в Питере делать совместную программу. Ретро. Представляете?
Вот. Это просто великолепный был опыт, и я очень благодарна, что я решилась на этот шаг, не побоялась, не постеснялась, соревновалась так же, как и вот люди, которым до 60. И я хочу вам сказать, что многие 60+, это юноши и девушки. Вот с них надо брать пример, на них надо ориентироваться. И я думаю, что у нашей страны, конечно, есть будущее, потому что есть такие потрясающие взрослые люди, которые настоящий маяк, такой флаг вот для наших молодых. Если бы ты не сказала, что у тебя 5 внуков, ты знаешь, я очень удивился этому. Я почему-то считал, что ты вот более юная. Но я хочу сказать, что возраст не помеха, друзья мои. Наоборот, человек становится, наверное, где-то мудрее, где-то проще смотрит, наверное, на некоторые вещи, согласись. Когда уже как бы ты состоялась, когда уже определенный этап жизни пройден, дети выросли, внуки радуют, и ты как бы окрыленный вот этим счастьем движешься дальше. Я тебе больше хочу сказать. Вот сейчас каждый человек, входящий в мою жизнь, каждое событие на вес золота. Это ценишь просто вот как драгоценный дар. И это прекрасно. И я хочу от всей души поблагодарить о том, что ты помнишь обо мне, не забыла. Вот как только приехала в Москву, сразу мне написала, и не откладывая в долгий ящик, мы встретились. И сегодняшняя программа, она вот буквально прошла у нас на одном дыхании, потому что об этой музыке нужно говорить, к ней нужно возвращаться. Я думаю, что пройдет какое-то время, ты запишешь новые песни, вот начнется какой-то новый проект, мы обязательно будем его освещать. Вот. А тебе хочу пожелать вот этой неиссякаемой жизненной энергии, любви к жизни, которая вот буквально из тебя исходит. Вот этот заряд оптимизма, радости жизни не хватает сегодня нашей молодежи. Смотришь, не хочу сейчас говорить, кто, да, вот недавно с молодым человеком беседовал, идет какой-то хмурый, какой-то вот он уставший. Я говорю, слушай, в парке идем, воздух какой. Он, лучше бы я там, типа, на диване с компьютером полежал. Я не понимаю, честно говоря, вот это вот немножко поколение, которое дружит через гаджеты, да. Надо все-таки собираться побольше вместе, как сейчас говорят, офлайн. Поэтому я тебя благодарю, я желаю тебе творческого долголетия. Пусть все планы, мечты сбудутся и осуществятся. Всем твоим близким здоровья крепкого, радости, мира и любви. Оставайся вот такой, какая ты есть сейчас, и радуй нас своим творчеством. Это был Виктор Тартанов и Елена Джумыга, исполнительница «Золотого ретро». И в конце нашей программы объяви, пожалуйста, еще одну песню. Витя, учитывая, что сейчас все-таки лето у нас, и народ рвется к солнцу, к Южному морю, к отдыху, к красивым летним эмоциям, давай-ка споем для них песню «Как провожают пароходы». Давай, здорово. На этой оптимистической ноте мы прощаемся, дорогие друзья. До свидания. До свидания, дорогие друзья. Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда. Морские медленные воды, не то что рельсы в 2 ряда. Как ни суди, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше, когда плывешь на корабле. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода. Я вспоминаю все сначала, уже давно убрали трап. На самом краешке причала стоишь ты, голову задрав. Вода качается и плещет, и разделяет нас вода. Но видно вдруг сильнее, чем прежде, что мы близки, как никогда. Вода, вода,
вода, вода, вода, шумит вода. Уходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что я сказала, все, что в ответ ты прокричал. Морские медленные воды, не то что рельсы в два ряда, и провожают пароходы совсем не так, как поезда. Вода, вода, кругом вода, 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 шумит вода, 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 кругом вода, 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 шумит вода. Вода, кругом вода, 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 шумит вода. «Звездная гостиная». Авторская программа Виктора Тартанова на радио.